只要是在一定范围内，恐怕我都不是你的对手。他们在恐惧。你认为这伙人的最终目的？ 157-я серия аниме «Боевой континент 2» официально открывает сюжетную линию 4-го сезона. После событий в Ледяном море Хуи-Хао превращает принцессу-русалку Лию в свою мощную духовную душу, после чего начинает следующий этап своего плана против Империи Солнца и Луны. После того, как Хуи-Хао слился с принцессой-русалкой Лией в качестве души, его ментальное море значительно расширилось, а духовное ядро начало новую эволюцию. Полученная сила была настолько огромной, что ему требовалось время на медитацию, чтобы полностью ее усвоить и приспособиться к изменениям. Пока Хуи-Хао находился в состоянии глубокого совершенствования, перед принцессой моря появилась Снежная императрица. Она рассказала, что считает Хуи-Хао человеком с необычайно благословенной судьбой. После этого она попросила остальных духов показать себя. Из тела Хуи-Хао появились еще 4 духа. Снежная императрица представила их принцессе моря. Особое впечатление на нее произвел ледяной шелкопряд. Принцесса была потрясена. Будучи сама духовным зверем с 600-тысячелетним совершенствованием, она прекрасно понимала, насколько невероятным достижением был такой уровень силы. После этого внимание переключилось на Тану Тун. Всех интересовало, какую связь девушка имеет с морским богом. Они прекрасно понимали, что именно благодаря Тану Тун и загадочной силе, проявившейся в конце битвы, Хуи-Хао избежал гибели. Тану Тун объяснила, что ее последний духовный навык называется «Нисхождение бога моря». Услышав это название, принцесса моря сразу все поняла. Она почувствовала присутствие настоящего морского бога и почтительно поклонилась Тану Тун. Девушка ответила таким же поклоном, но не стала раскрывать дополнительных подробностей. Даже Снежная и Ледяная императрицы были глубоко потрясены. Они впервые столкнулись с духовным навыком столь невероятной силы. Хотя после его применения духовное кольцо Тану Тун стало серым и нуждалось в длительном восстановлении, мощь этой способности значительно превосходила все, что они видели раньше. Они не могли понять, какой дух или духовный зверь мог подарить ей такое духовное кольцо. Тану Тун стала ждать, пока Хуи-Хао закончит свою медитацию. Однако в то время, как под морем воцарилось относительное спокойствие, на суше уже начинали сгущаться тучи новой бури. В Империи Солнца и Луны император Сюй Тянь-Рань пришел в ярость. За считанные дни была уничтожена духовная оборонительная система горного хребта Миндоу, а затем подверглись нападению и разграблению другие города. Одним из главных событий новой серии становится долгожданный поединок между Сяо-Сяо и Цзи Цзюйчэнем. В оригинальном романе после захвата города Дуншен Цзи Цзюйчэнь, одержимый стремлением совершенствовать путь меча, захотел сразиться с Хуи-Хао. Он надеялся проверить собственную силу в решающем поединке, однако Хуи-Хао отказался от вызова, поскольку собирался отправиться в Ледяное море за духовной душой. Тогда вперед вышла Сяо-Сяо. Она хотела доказать всем, что не является девушкой, которая постоянно находится под защитой друзей и способна самостоятельно побеждать сильных противников. Когда эта сцена не появилась в аниме сразу после вызова Цзи Цзюйчэня, многие решили, что ее полностью вырезали. Однако в итоге ее просто перенесли. Пока Хуи-Хао и Тану Тун находились в Ледяном море, между Сяо-Сяо и Цзи Цзюйчэнем все же состоялся бой. По кадрам превью видно, что Сяо-Сяо использует свой боевой дух девятифениксовую флейту и активирует аватар 9 фениксов. Изумрудный феникс, появляющийся во время боя, является ее третьим духовным навыком – печатью феникса. Это чистая способность контроля, замедляет движение противника и подавляет циркуляцию крови и духовной силы. Позже Сяо-Сяо использует свой 6-й духовный навык – столбы феникса. Хотя внешне они выглядят как материальные конструкции, на самом деле это разновидность звуковой атаки. В решающий момент Сяо-Сяо использует свой знаменитый трехжизненный подавляющий душу котел, окончательно подавляет Цзи Цзюйчэня и одерживает убедительную победу, доказав собственную силу. После возвращения из Ледяного моря Хуи-Хао и Тану Тун входят в полуплан нежити, где вновь встречаются с Бэйбэем и Сюй Саньши. Затем группа продолжает операцию против Империи Солнца и Луны.
Хо Юйхао использует тактику постоянных налетов, атакуя один город за другим. Серия неожиданных ударов погружает всю Империю Солнца и Луны в хаос. Изначально он мог завершить операцию и вернуться в Академию Шрек, однако решил нанести противнику гораздо более болезненный удар. Его целью становится столица Империи Солнца и Луны Миндоу. По мнению Хо Юйхао, уничтожение отдельных городов не могло сравниться по эффекту с ударом по самому центру империи. К тому же Сюй Тяньрань уже направил значительные силы на поиски корпуса инженеров секты Тан, из-за чего оборона Миндоу заметно ослабла. В это же время становится известно, что Миндоу фактически защищает только одна главная сила — Императорский легион инженеров душ Империи Солнца и Луны, считающийся сильнейшим элитным подразделением всей империи. План Хо Юйхао был предельно прост. Он собирался непрерывно атаковать южные города Империи Солнца и Луны, чтобы вынудить легион покинуть Миндоу и отправиться за ним в погоню. После того, как столица лишится основной защиты, он намеревался нанести удар непосредственно по имперскому дворцу. Прибыв к Миндоу вместе с Тану Тум, Хо Юйхао немедленно приступает к реализации плана. Сначала он использует ментальную способность Лии, которая после превращения в духовного духа стала частью его силы. С ее помощью ему удается уничтожить высотную систему обнаружения Миндоу. После этого начинается масштабная атака. Хэ Кайто и Сюй Саньши открывают огонь по столице. Огромное количество снарядов обрушивается и даже достигает территории императорского дворца. Однако дворец защищен высокоэнергетической формацией. Благодаря этой защите около 90% выпущенных снарядов были уничтожены еще до попадания в цель. Тем не менее, последствия атаки оказались крайне серьезными. Во время обстрела Сюй Тяньрань едва не погиб. Возможно, именно эта атака Хо Юйхао стала причиной того, что в эпоху боевого континента 3 Федерация Солнца и Луны так сильно ненавидела Академию Шрек и секту Тан. Это приводит Сюй Тяньрань в ярость. В это же время в императорском дворце проходит экстренное совещание. Премьер-министр предлагает отправить императорский легион инженеров для уничтожения нападавших. Однако титулованный Е Юлин категорически возражает. Он считает, что если легион покинет Миндоу, дворец немедленно окажется под угрозой нападения. Как показывают дальнейшие события, его опасения полностью оправдываются. После начала атаки Е Юлин лично замечает вторжение. Возглавляя двух инженеров душ 9 класса и императорский легион инженеров Солнца и Луны, он выводит войска из города и вступает в бой с Хо Юйхао, Тану Тун, Бэй Бэем и Сюй Саньши. Поскольку группа Хо Юйхао использовала маскировку, Е Юлин и остальные не смогли определить их личности. По мере развития битвы они все больше удивлялись. Хотя их уровень культивации выглядел не слишком высоким, их реальная боевая мощь значительно превосходила ожидания. Каждый бой давался чрезвычайно тяжело, а Империя Солнца и Луны начала нести потери. После завершения атаки Хо Юйхао понимает, что убить Сюй Тяньраня сейчас невозможно. Император окружен многочисленными экспертами, а защита Миндоу все еще остается чрезвычайно сильной. Поэтому он немедленно отдает приказ об отступлении. В финале превью начинается еще одна важная сюжетная линия. После слияния с Лией, духовная сила Хо Юйхао окончательно достигает уровня области духа. Теперь он способен получать информацию непосредственно от окружающих растений. Исследуя окрестности, Хо Юйхао задает растениям вопрос, не встречали ли они сине-серебряного императора. Неожиданно ему отвечает обычный цветок дурман. Однажды его пыльца, унесенная ветром, почувствовала необычную ауру, древнюю, благородную и наполненную невероятной силой. Эта аура принадлежала императору сине-серебряной травы. По словам цветка, источник этой силы находится неподалеку, в скрытой долине среди окружающих земель. Для Хо Юйхао этой подсказки оказывается достаточно, чтобы понять, что он приближается к своей цели. Император сине-серебряной травы
тесно связан с Тансаном, морским богом и всем наследием секты Тан. Упомянутая Цветком долина является легендарной долиной императора сине-серебряной травы, скрытой на территории Империи Солнца и Луны. Как только Хо Юйхао войдет в это место, начнет раскрываться очередная крупная тайна, связанная с наследием Тансана.